Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака Зодиака Лев на канале Таро Инспирационе. Таро прогноз и старинный цыганский пасьянс на июнь. 5 шагов к большому прорыву. Июнь может перевернуть планы многих из нас. Но я должна сказать, мои дорогие, любимые львы, для вас наступает прекрасное время. Причем календарный год, вот от этого периода июня, возможно, ну тут плюс-минус мы, конечно, все разные, но, видимо, к концу июня тот, кто смотрит расклад в мае, еще не может понять и думает, ты вообще о чем говоришь. Тем не менее, какие-то бонусы, поверьте, это как складывается, или Вселенная складывает вокруг вашего знака, зодиака. Я должна сказать, что больше, конечно, это будут, я и об астрологии, я сейчас не о картах, но два слова. Оптимизма, да, или хорошего настроения. Но это правда, складываются вот так планетарные транзиты, что, по крайней мере, то, что связано с карьерой, с бизнесом, планы, документы, учеба, у кого что, да, ну и плюс финансы. Вот здесь будет выстраиваться в какую-то более такую логичную траекторию. И это на календарный год. То есть это с заходом на 2027. Ну ладно, у нас в этот период, мы говорим об июне, у нас важные транзиты. Марс в Тельце до конца месяца. Уран у нас в Близнецах. Это надолго, на 7 лет. Но есть еще и ретро-Плутон, который обязательно возвращает что-нибудь эдакое, потому что ретро – это понимание того, что было, то, что нам знакомо. И вот, мои дорогие львы, вот может быть такая квинтэссенция или какой-то очень важный вопрос, который перед тем, как разрешится, он должен достичь какого-то пика в июне. Я такое предполагаю. Так вот, раскрываем карты. Нам, посмотрите, вам точнее, выпадает маска. Я всегда говорю, будьте осторожны. Сами имейте маску за пазухой. У вас наступает то время, мои дорогие львы, когда вам не нужно вступать в конфликты, а может провоцировать какой-то человек. Здесь может быть, знаете, как последняя точка кипения, что-то дошло, да, до определенного пункта, и вы понимаете, нет, мне это надоело. Но будьте все-таки осторожны, маску за пазухой, потому что люди не говорят где-то правды. Может быть, и складывается какая-то ситуация, когда вам, договорю фразу, будет достаточно вот как одного взгляда, испепеляющего, может быть, да? Так вот, это будет важнее, нежели какая-то витиеватая фраза, которая сказана на эмоциях. Вот это тоже не совсем про карты, но больше об астрологии, психологии где-то, да? Но вам выпадает маска, поэтому я должна обратить ваше внимание на это. Ладно, идем дальше. Как-то немного совпадений, по крайней мере, пока. Ладно, что еще? Но когда мало совпадений, тогда чаще бывает спокойное течение жизни. Ну, это, знаете, как какой-то шумовой фон, который вокруг вас, тем не менее, может быть. Так что же на июнь? Для моих любимых львов и львиц. И вот ведь неожиданно, ну правда, выпадает маска. И я уже внимательно все пересмотрела. И как будто нет больше ничего. Мне кажется это странным. Я такое один раз только делала, и не в отношении вашего знака зодиака, а в отношении другого. Поэтому я сейчас повторю эту практику. Мы сложим, я на ваших глазах, потому что я не могу поверить. Ну, давайте посмотрим. Ведь это всего лишь расклад, мы можем изменить. Давайте попросим карты нам рассказать что-то более обстоятельно. Из всех, ну, значений, чтобы выпала одна маска, поэтому давайте попробуем хорошенько еще раз перемешать. Ну, пусть кому-то не интересно, тогда вы можете перемотать видео. Ну, а кому все-таки любопытно, что тут за интрига такая получается. Это прямо какая-то, ну, или какой-то побег из какой-то петли, в которой вы, видимо, какое-то время принимали участие, и она вас приковывала как к одному месту, к одному пространству. Вы что-то не могли сделать. Но все-таки маска выпала, поэтому не все рады, может быть, вашим заслугам. И это может где-то свидетельствовать о том, что у вас, мои дорогие львы, может быть такой своеобразный прорыв. Они все довольны. Кто-то завидует. Ведь маска – это всегда нам что-то говорят, чтобы усыпить бдительность,
чтобы ослабить как внимание, контроль. Вот смотрите, флирт – это очень доброе значение, хорошее настроение, мы говорим. Хорошее настроение или как флирт – это новое знакомство для кого-то из вас, может быть. Или тот человек, с которым уже знакомство состоялось, но вы его пока недостаточно хорошо знаете. Но уже карта нам говорит значение о том, что настроение будет на уровне, хорошем уровне. Гости. Бокал. Либо гости к вам, либо вы кому-то в гости можете засобираться, или будете точно что-то планировать. Много дорог, может быть, у вас в июне, а возможно, вот какая-то дорога, которая более такая далекая. Вот смотрите, у вас выпадает колокол. И вот кто знает, колокол это всегда, ну, как в средствах, к примеру, массовой информации. Или это какое-то свидетельство, сведение, новость, ну или информационный даже поток, в котором мы получаем что-то такое, что нас может шокировать, удивлять. Потому что, когда выпадает колокол, это нужно принять, что мы что-то слышим, мы на это не воздействуем, мы на это не можем как-то, ну, мы и не инициировали это, мы не можем это изменить, но тем не менее, как-то нам вот самим с этим что-то нужно делать или правильно как-то провзаимодействовать. Вполне вероятно, вы в дороге, может быть, кто-то в гостях, или пусть это, ну, как бокал, это может быть как важный контакт, важный человек, может быть, это его величество случай, я такое допускаю, когда вы окажетесь, такое может быть даже астрологически, когда вы окажетесь в некой общности людей, когда для вас, может быть, то, что вы услышите, узнаете, будет очень важным, и вам это не отмахнуться нужно, а как-то вот именно проанализировать. Имеет это для вас, мои дорогие львы, определенный смысл. Где-то держать и ухо востро, хочется сказать, потому что колокол и первые значения маска где-то больше предупреждают о том, что, ну, видимо, период такой июня, нельзя замечтаться. Может быть, и люди, если мы о маске говорим, специально, как я уже сказала, усыпляют бдительность. Это уже есть такой, знаете, момент, когда мы должны предугадать чьи-то действия или бездействие, вот может быть и так. Куда-то не торопиться, вот это железно. И опять же, достаточно мало значений, но хорошее настроение. Я должна сказать, иногда само по себе воодушевление где-то, да, оно нас тоже усыпляет. Может быть, это и какие-то комплименты. Но вот, видимо, быть более собранным. Ну, хотя лев всегда собран и так. Но мало ли какие ситуации. Ладно, вот тем не менее, карты старинного цыганского пасьянса нам не рассказывают о чем-то таком, чтобы могло быть предупреждением. Вот если мы смотрим, не совпала ни маска уже, не совпала ни змея, но вот такое легкое напоминание, как будто наоборот. Ну, тогда тут информация. Поэтому, если мы соединим колокол и маску, которая в первом раскладе у нас выпала, вполне вероятно, это какую-то новость, которую вам принесет человек. И, внимание, мои дорогие, вам, скорее всего, ее придется проверять. Потому что раз у вас, в принципе, нет для вас каких-то предупреждающих моментов, и нас только предупреждают о конкретной персоне, которая может наводить тень на плетень, или которая, ну, может быть, какие-то сплетни пускает, я такое тоже не исключаю. Или тайно завидует, ждет момента, да? Ну, зачем-то это нужно? Ладно, давайте пойдем с вами дальше. Итак, 5 шагов. Это у нас как первый шаг, да? Лев, будь бдителен, особенно к людям. Ну что же, второй шаг. Что придет? Любовь, личная жизнь, взаимоотношения в целом. Второй шаг, что вам нужно знать по финансам. Достанем карту Таро на деньги. После немножко раскроем. Ну и вот третья карта у нас будет Таро. Неожиданные приключения. Что будет внезапно в вашей жизни? Что ждет впереди? К чему приготовиться? Итак, что ж там по личной жизни? Что вас ждет? Что произойдет? Десятка кубков. Ух. Вот с учетом всяких разных масок, да, колоколов, мои дорогие, здесь, конечно, может быть какое-то известие, которое вы банально получите от родственников.
Или когда какая-то ситуация, может быть, с близким окружением или далеким окружением. Но ведь тут у кого-то может быть и другая история, когда ваша личная жизнь начинает меняться. Поэтому не рассказывайте о себе много. По личной жизни шикарная, самая лучшая карта десятка кубков. Что ждет львов еще? А тут какой-то выбор. И с учетом всех позиций, которые нам в двух раскладах выпадали, по сеансах, я должна сказать вот этот выбор, который вы должны сделать душой и сердцем. Обратите внимание, у нас колода ведьмочек. Ведьмочка бросает как дротики в мишень. Ну, мечи, двойка мечей называется. Обратите внимание, глаза завязаны. То есть вот именно душой и сердцем. Вообще вы люди, в большинстве своем, вы умеете красиво говорить, лев всегда импозантный, но редко лев говорит что-то в пустоту. Ваши слова, они такие более конкретные. Или уже если лев сказал, то сказал. И люди это где-то чувствуют. Но может быть вот та маска, да, первого расклада говорит, к вам кто-то будет искать маневры. Словно подъехать желает на какой-то стриженной козе, чтобы усыпить бдительность или получить доверие. Будьте внимательны. Но, может быть, и посмотрите, как будто именно на кону стоит личная жизнь, не только о себе много не рассказывать, но, может быть, кому-то прежде вы рассказали. И здесь вы встанете перед выбором, ну, сделал это зря или сделала это зря. А возможно, это будет конкретный человек, на которого вы даже не думаете. Может быть, кто-то так беспардонно будет спрашивать, а как у тебя дела в личной жизни? Не проболтайтесь. Именно выбор исходит от вас. Тут есть еще и какая-то тема. Мы все разные. Десятка жезлов, десятка кубков. Вполне вероятно, если у кого-то из вас это те отношения, которые прежде, ну, ни шатка, ни валка, или уже нет этого взаимопонимания, когда именно тяжесть какая-то, да, то здесь вы тоже будете, скорее всего, вот посмотрите, две десятки, и выбор заключается, как будто продолжаю или завершаю. Буду я в чем-то участвовать или нет, на какую глубину я готов продолжить, может быть, или в каких обязательствах, в каких рамках я готов продолжить отношения. Но, может быть, есть возможность завершить то, что это точно. Судьба дает вам шанс. Но этот шанс будет граничить с выбором. И именно на теперь. Хоть я и сказала на работу, на бизнес, на деньги больше, да, прогресс. Но, видимо, сам по себе июнь месяц, он еще и для личной жизни. Но есть что-то очень важное, которое важно именно для вас, а не для кого-то. Может быть, не раствориться в партнере, не потерять себя. Так иногда тоже бывает. Бывает именно на фоне нашего доверия. Но карта Туз Пентаклей всегда говорит о том, что это вот именно какую-то возможность, которую мы не должны с одной стороны упустить, а с другой стороны по десятке жезлов, ну как перегруза какого-то не должно быть. Поэтому, возможно, и выбор, который мы должны делать сердцем, душой, который в конечном итоге будет и означать счастье, радость, благополучие, изобилие, процветание. Я не исключаю, что здесь может быть и какой-то бонус, мои дорогие, помощь. Может быть и финансовая какая-то помощь. Прочитайте гороскоп, именно астрологический гороскоп на моем сайте, ссылки будут в описании под видео. Я думаю, подсказок будет больше. Есть выбор, да, и стало быть, вам предстоит его сделать. Это целиком и полностью именно от вас зависит. Ладно, и второй шаг. Что придет? Точнее, третий. Это у нас уже, да? Что вам нужно знать по финансам? Что нам на денежки? Шестерка мечей. У кого-то рост карьеры. У кого-то, может быть, даже прохождение, необходимость в этом, пройти какие-то новые курсы. Для кого-то из вас это творчество. У кого-то, как в другом формате или в другой должности, или на других должностях. Может быть, кто-то будет временно замещать руководителя или будет выполнять именно те функции, которые прежде вы не выполняли. Есть по этой карте как значение эфир, пространство, интернет, когда мы сами, как самообучение. Может быть, и онлайн какое-то обучение, курсы вы будете проходить. Но и когда мы сталкиваемся с чем-то новым. И это для нас совершенно новый старт. Поэтому тут на деньги это шикарно. Но для кого-то, правда, это будет буквально, может быть, какие-то перемещения, когда вы решаете финансовые вопросы.
Все-таки тут у нас дорога, часто шестерка мечей, именно о дорогах, но это карта заслуженного успеха. Но на данный период времени это только первые шаги. Может быть, что-то и изучить придется, разобраться, правда, в какой-то путанице. Вам предстоит все расставить по местам, откуда приходят деньги. Мои дорогие, Уран в Близнецах нам может открыть как новый какой-то, сама по себе идет цифровизация, неважно в какой стране мира вы смотрите, открыли это видео, это все равно затронет всех абсолютно, мы это не отменим. Может быть, необходимо или необходим источник дохода номер 2, номер 3, или развитие вашего творчества. По пятерке жезлов где-то карта снова предупреждает, иногда такое бывает, люди, которые надевают маску, но это может быть даже непреднамеренно. Потому что человек, он находится, на своей волне, то, что мы говорим. Вам могут что-то пообещать, а потом у человека изменятся планы, и он даже забудет предупредить. Вот, к сожалению, такие люди проходят. И не обязательно это коварный план, а просто сама по себе ненадежность. Но я должна сказать, иногда это информационный хаос, я так ее и называю, эту карту. И тем не менее, может быть, вам работа с большим объемом информации, все то, что я сказала по шестерке мечей, она вам предстоит каким-то образом. От этих ваших приложенных усилий будет расти финансовый доход. Может быть, и придется перелопатить груду информации, прежде чем вы найдете какую-то правду и истину. Вы можете столкнуться с тем человеком, который... есть такое значение по рыцарю мечей, бунтарь без причины. Когда человек с чем-то не согласен. А ведь и правда у кого-то все-таки на финансы. Знаете, зависть, я такого не исключаю, которая будет связана с тем, что, человек настолько завистлив, и тогда будьте внимательны, опять же, вспоминая маску, не расскажите о себе слишком много. Вот, может быть, мы говорим, один знает о нас чуть больше, значит, знают все. Потому что какие-то разговоры, как сарафанное радио. Пошел разговор, вы кому-то рассказали, человек оказался в определенной ситуации, кто-то из него половчее выудил эту информацию. Вот все-таки информацию о себе нужно как-то таить, сохранять. Возможно, и вам придется искать в каком-то информационном хаосе вот эту правду, истину. И это ведь, вы понимаете, для вас именно начало успеха. Для кого-то из вас может сложиться по финансам, что вам придется участвовать конкретно в каком-то деле, теме. Когда вам придется, может быть, вам доверят какой-то сложный участок работы. Вы можете столкнуться с проверяющим. И может быть это даже как никто не хочет с этим связываться, никто не хочет вообще говорить или участвовать в чем-то. А мои дорогие львы, вам могут это поручить. И я, кстати, все-таки мы на финансы смотрим. И шестерка мечей, ведь это путь вперед. Вот, как я говорила, заслуженный успех. Но нам еще придется пройти определенный путь, прежде чем мы его достигнем. Но что-то завершается. Поэтому и выбор. Я надеюсь, все правильно понимают по 13-му аркану. Может быть, даже это какая-то история, когда вы окончательно поймете, что нет, я рассмотрю дополнительный доход. Или я буду расти, пусть в своей компании, в своей организации я не расту, а я буду рассматривать другие варианты. Тогда молчите. Вот этот выбор, это где-то то, что как в две стороны мы не пойдем. Как я чаще говорю, направо и налево. Нам нужно выбрать одно направление. Вот выбор какого-то важного направления. И от этого буквально зависят финансы. Возможно, тут будет, посмотрите, король кубков. Может быть, и буквально какая-то история, которая будет связана с близким. Вот посмотрите, на личную жизнь выпала. Есть выбор. Возможно, иногда близкие люди проходят, может быть, у кого-то напрямую. Человек, который рожден под знаком зодиака стихии воды или имеет асцендент, рыба, рак, скорпион. Какую-то новость вы о нем узнаете. И это будет как-то, какая-то, может быть, есть взаимосвязь. Либо с родственником, бывшим, может быть, каким-нибудь. Кстати, по ретро-Плутону. Именно по отношениям. Могут какие-то экс вернуться, какие-то нам тут рассказы рассказывать, которые мы уже наизусть изучили или много раз слышали. Будьте к этому тоже готовы. Или тоже что-то знакомое. Я вот тут больше вижу по деньгам, что у вас есть шанс, мои дорогие. Это факт.
Но какая-то история по деньгам может быть связана с личной жизнью тоже. Или с родственниками. Король Пентаклей. Когда два короля и более, тут, видимо, по-разному. У кого-то, да, вопросы финансов будут перекликаться одновременно с взаимодействием и личное, ну, личные ваши контакты, да, или ближайшее окружение. Но у кого-то и по работе, вот все то, что я говорила, построение карьеры. Так вот, тогда два короля и более. Тут действительно могут говорить о том, что вы можете оказаться среди той общности людей, в которой вы прежде не были, которые выше по, ну, для вас, по крайней мере в июне, по лестнице иерархии. Это люди, которые имеют, возможно, больше рычагов влияния или занимают более высокие должности. Возможно, вам придется пройти такой узкий фарватер, с кем-то договариваться, для себя как будто прокладывая дорогу к успеху. Но хочется спросить, гроши будут или нет для львов? Как-то нам все рассказывают больше по шестерке мечей о прогрессе, о том, что будет завтра. А в июне деньги будут? Тройка мечей нам снова говорит об каком-то... Посмотрите, лев, тебя как будто нет в прошлом, а какое это отношение имеет к деньгам? Еще интересней. Старший аркан звезда, который говорит о будущем лет на 10. Возможно, вот вы с чем-то определяетесь. Я только что это долго поясняла. Ну а в июне-то что с деньгами? По королеве мечей тут, скорее всего, мы экономим. Должна это сказать правда. И я не могу сказать с учетом туза Пентакли, что денег нет. Но все карты отводят от того, что как будто сейчас контакты, именно вопросы будущего более важны. Какого-то правильного выбора у вас сейчас стоят на кону. Может быть, вы сами от чего-то, ну, как знаете, будете работать на результат, и даже если очень хочется вы, ну, допустим, что-то купить, что-то для себя сделать, тут вы, скорее всего, ну, на результаты будете нацелены. Потому что какая-то сиюминутная выгода, она вас не интересует. И еще бы, карта мага. И вот смотрите, это карта практика. Это холодная голова, рациональные мысли. И вот когда мы находимся в таких рациональных энергиях, тогда как раз денег больше становится. Но тут совершенно не о желании что-то купить. Тут не о желании отдать, в принципе, деньги. Вот все карты говорят. А о желании даже сэкономить. О желании правильно ими распорядиться. Вполне вероятно, у кого-то из вас есть определенная сумма, или даже приходит какой-то бонус, все-таки туз пентаклей есть, но вы, опять же, будете больше нацелены на какую-то, вот как звезда, какая-то мечта, какая-то задумка или желание. Но, видимо, и придется, как этому магу, где-то принимать важное решение, которое будет связано у кого-то и с личной жизнью, но у кого-то это может проиграться. Вот смотрите, вот эти вот карты, да, в личной жизни. Вот если мы говорим двойка мечей, я об этом не сказала. Это кто-то из вас словно рвется между работой, усталостью и буквально семьей, личными отношениями. И вам где-то придется лавировать. Это как будто работа на дому. Или продолжение рабочих процессов. Казалось бы, да, пришли домой, выкини из головы. У вас так не получится, мои дорогие львы. И прежде не сказала, а теперь уже много карт мы с вами достали. Вот какая-то путаница должна быть устранена. Не случайно мы с вами сделали 2 расклада на пасьянсе. Итак, неожиданное приключение. По четверке пентаклей, да нет тут неожиданного приключения. Тут сохранение, карта жадины. Это все то, что я только что говорила. И такая большая продуманность. Рыцарь пентаклей — это тот, который бережет каждый пентакль. Ну, с картой жадины или скупердяя, будем говорить. Все те значения, о которых я говорила, в общем-то, и прежде, они удваиваются, если не утраиваются. Здесь, кстати, может быть, тем не менее, какой-то человек, который вам предложит свое содействие. Иногда это предложение, которое нужно обдумать, но в таких вот магически рациональных, с холодной головой энергиях. Вполне вероятно, для кого-то будет получение не просто бонуса, а может быть и повышение зарплаты. Может быть так. Ну или оклада. Или когда у вас
складывается какая-то перспектива, и она будет... Это не то, что очень быстро, неожиданное приключение. Это, в принципе, даже не совсем приключение по рыцарю Пентаклей, ведь это самый продуманный рыцарь. Это тот, который как раз не торопится, потому что спешка делу не помогает. И умение договориться. Но я также не исключаю, вот что кто-то вам может подарить подарок или какие-то бонусы, может проучаствовать в каком-то вопросе. И это будет, скорее всего, касаться либо личной жизни, либо конкретного, может быть, нового знакомства. Есть вот какое-то продолжение, потому что по рыцарю Пентаклей здесь я также не исключаю, знаете, когда в вашу жизнь может прийти тот человек, который вас заинтересован. Но опять же, это маска. Интерес — это не совсем про искренность, хотя двойка кубков — это больше как раз о верности, и когда люди понимают друг друга без слов. Но есть вот, видимо, даже в отношениях, пусть это какие-то сюрпризы вам готовят и финансы, причем со знаком плюс. И эти сюрпризы будут исходить от тех персон, такие приятные, которых вы уже знали, но, видимо, лишний раз себе задать вопрос, а какой интерес человека? И при этом оставаться магом и волшебником. Почему? Карта 13-го аркана. Это всегда мы сами отказываемся от чего-то. Наступает время что-то завершить. Ну и королева мечей, прообраз Юдифи, уж отрезала, так отрезала. Поэтому вы тут с чем-то будете определяться. Ладно, а что же ждет впереди туз мечей? Выход из лабиринта. К чему приготовиться? Колесо фортуны. Когда выпадает эта карта, что-то будет продолжаться, мои дорогие. Причем фортуна на вашей стороне. Я могу предположить, что это будет где-то под конец июня месяца. Может быть, это такой своеобразный прорыв. А если не прорыв, то это вы получите какую-то новость. Или вам будет что-то предложено. Это будет, может быть, именно ближе к июлю. Когда вам придется как-то действовать не так, как вы это планировали. Вам придется, скорее всего, пересмотреть свои планы и не потерять времени. Потому что по этой карте нам всегда говорят: куй железо, пока горячо. Но, как я говорила в самом начале, фортуна на вашей стороне. Но вот, видимо, сложить, знаете, как в какой-то логический узор. Или пусть это будет как пазл, да, который до этого времени не складывался. А вот это, мои дорогие львы, предстоит вам. Но вы маги и волшебники, но сейчас на кону ваше не ближайшее даже будущее, а то, что вы видите на какой-то более продолжительный период времени. И работа на результат. Вот какие-то первые шаги к успеху. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые львы, а я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за ваши искренние добрые комментарии, за вашу помощь и поддержку моего творчества. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте публикации на моем сайте и подписывайтесь на мой телеграм-канал. А я вас люблю. И вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.